какой-то культурный шок. Как горячая сковородка. Особняк богатого казаха, и им норм. Made it to the Colosseum. Проблема с языком имеется. Да. О, я ж замёрз. Вот, супер. Давай. Мне тут светит. Но здесь устроили вечеринку. Вот так вот лежать и вот смотреть на такой вид. Снова пицца, снова паста. Мы бежим к морю. Слева направо. Коста Смиральда. Всем привет, на связи Алтын. Сегодня я отправляюсь в очередную поездку, и я уже в аэропорту Берлина. Сейчас 5 часов утра, и у меня вылет через 1,5 часа. Сегодня я вообще не спала, я очень устала, но я в предвкушении поездки. Все, я вдыхаю римский воздух. Здесь так жарко, но этого я и ждала. Так вот, полполета я спала, и полполета я просто очищала свою галерею от фотографий, потому что мне нужна свободная память. В общем, я освежилась, и я чувствую себя намного лучше. И сейчас я иду к гейту, из которого выходят мои родители и братишки, и я очень рада, что я наконец-то с ними увижусь, потому что мы не виделись около 10 месяцев. Это просто шок, как быстро летит время. Я очень сильно скучала по братишкам и по родителям, поэтому поэтому я наконец-то их увижу. Привет. Да? Мы встретились со своей семьей. И мы сейчас идем на остановку автобуса. Я так рада, что они приехали без опозданий. Я всего лишь 2 часа их подождала. Вот. И поедем в Рим. Мы пришли на нашу локацию, где у нас отель. И сейчас ждем, пока кто-нибудь откроет нам дверь. И, честно говоря, стоять очень горячо. Вот, например, у меня плоская подошва, и я прям чувствую, как подо мной как горячая сковородка. Заселились, очень, конечно, устали, но я довольна нашими апартаментами, потому что здесь есть кухня, здесь есть микроволновка, телевизор, холодильник. Также балкон у нас есть, ванная комната, у нас есть телевизор и вот спальня такая. 4 спальных места. Кто-то из нас будет спать, видимо, на диване. Вот письменный стол. И окно со ставнями. В общем, я очень довольна, что у нас такие большие апартаменты. Не просто комната, даже есть кухня. Это очень классно. Ребята, this is piece of art. Это мясо, это конина. Я думала, они мне привезут вот столечко, вот реально. Они мне привезли вон целую колбасу. Это не коза. Ну, я не знаю. Папа сказал, что-то в марле. От вермиля. Мне кажется, моя семья в шоке от всего. Просто какой-то культурный шок. Вот зашли в пиццерию, заказали пиццу.
впервые будет пробовать настоящую итальянскую пиццу. Вот. Уютное место. Фотку? Хорошо. Свинина, бекон. Как вам пицца на вкус? Я сфоткался уже. Вкусно? Самая слева кватро формачи, которая сырная. Мне она показалась очень соленой, кислой, но это, да, такой специальный сыр. В общем, мы сейчас подходим к Латеранской базилике. Мы здесь с Расулом уже были пару месяцев назад, и она очень величественная. Просто посмотрите, какая она высокая. Я думаю, если вот оттуда смотреть, с той стороны, то можно понять, насколько она величественная. Она, как и прежде, просто шикарна. Мои родители в шоке, они никогда в жизни такого не видели. Просто. А им все равно. Они попали просто в какой-то особняк богатого казаха, и им норм. А убить чего, да? Вкусно? Очень вкусно. А там нож. Средненькое, очень вкусно. Надо вам попробовать. Мы каким-то образом made it to the Colosseum. Потому что на улице все еще ужасно жарко, хоть уже 7 вечера. Ужасно жарко. Но зато Колизей стоит на месте. Сегодня второй день в Риме, и мы сегодня полны сил, потому что вчера все уснули в 8 вечера, и просто мы спали до 8 утра, и только сейчас выходим. Сегодня у нас бронь на поход в Колизей на 11 утра, и я очень рада, что мы не взяли на слишком рано, потому что мы вот сейчас собирались без спешки и пойдем пешком до Колизея. Вот так вот выглядит билет на автобус. Мы вчера очень хотели сесть на автобус и везде смотрели, где же можно купить билет. Я спросила у местной, и мне она сказала, покупайте в табачных магазинах. Я такая, вокруг нет табачных магазинов, но есть автобусные остановки, то есть их нужно покупать заранее. И мы сегодня вот зашли в магазин и купили один билет 1,5 евро. Ой, я не умею водить. Родник. Да, вот балкончик, ставни в каждом доме практически. В общем, проблема с языком имеется, потому что я хотела заказать одно, пончик, а мне дали другое и оплатили по другой цене. И я это пыталась на английском объяснить. Я использовала переводчик и пыталась перевести это на итальянский, и все названия выпечки в переводчике неправильно. Я даже не знаю, что это, какая-то кростата. В общем, у нас тут квест, чтобы нас не сбили. Мы такие чуть-чуть бешеные туристы. Да. О, я ж замёрз. Вот вход в Колизей. Вау. Очень красиво. Че, мам, твоя мечта сбылась? Угу, такая. Да, вот здесь Мансур, папа. Вот. Вот Антоша. Ну и вот. Вазоньки такие. Хотелось бы такие вазоньки. Косточки какие-то. В общем, я тут была в марте со своим парнем, и я думаю, что если вы посмотрите влог, то будет подробнее в нем, потому что в этот раз я с семьей, и вся моя энергия уходит на то, чтобы с ними поговорить, и чтобы мы не потерялись. Карим. А так здесь очень много туристов, вот прям сложно пробиваться.
Поэтому немножко снимать тоже сложно. Теперь сюда смотрите. Карим, поправь ровно. Супер. Ай, Давай. Пап. ай. Там папа сзади. Так, вот так. Смотри, вот так. Карим. По крайней мере, вот эта арка Константина очень красивая. И с этой стороны Колизей тоже виден. Ой, эти, как всегда, фотки, фотки, фотки. Здесь очередь. Люди покупают билет в Колизей. Благо, я купила за месяц вперед за 18 евро. И я очень рада, что мы не стояли в очереди, потому что жара просто несусветная. Это паста с песто, это альфредо. Мы пришли в Римский форум. Тут, как всегда, очень-очень красиво. И, кстати, туристов даже немного, но это все потому, что здесь ужасно жарко. Что я хотела сказать? Что если ты покупаешь билет в Колизей, то у тебя также есть бесплатный вход сюда. Очень большая площадь, очень красиво, но из-за палящего солнца это прям все как-то ухудшает просмотр. Импровизированный штатив. Мансур Карим. Мансур Карим. Быстрее, у меня тут штатив. Давай, вставай. Моя любимая панорама. Отсюда все видно. И Колизей, и форум, и даже вот этот памятник Виктору какому-то. Из-за погоды, конечно, все равно вообще сложно подниматься. Это мы в трамвае. Тут нет кондера. Ватикано, Порто-Маджоре. Кажется, мы сейчас попадем на тот самый момент, о котором я мечтала. Если эта песня сейчас не выключат, то там, в общем, все люди танцуют на всю улицу перед Колизеем. Выбрались на улицу вечером, и я хотела привезти свою родню, чтобы посмотреть на ночной Колизей, и еще чтобы чтобы снять тиктоки, но здесь устроили вечеринку именно под ту песню, которую я буквально вот сегодня видела в интернете. Вот такая вот толпа перед. Они, видимо, просят еще. Перед закрытием взяли джелато. Я считаю, что это прям здесь настоящее джелато, потому что будто бы совсем нет красителей, и по вкусу просто бомба. В общем, это chocolate chip, а это мелон. На, держи. А у тебя шоколад и клубника, да? Да. Время 10. Мы собрались очень быстро. Надеюсь, мы ничего не оставили. И мы выселяемся из этого прекрасного дома, из этих апартаментов. И едем куда? В Ватикан. Мы приехали к Ватикану. Еще не пришли контроль. Не прошли. Здесь намного больше людей, чем в тот день, когда я была здесь с Расулом. Видимо, потому что сегодня жарко, а тогда было дождливо. Я не знаю, может, это как-то влияет на это. Вау! Я просто очень удивлена.
красиво, да? Я всем советую сюда сходить. Я уже говорила об этом, но здесь просто очень красиво, просто нет слов. Я посмотрела, что самый большой купол высотой 136 метров. Представляете? Вот этот купол. Прикиньте, вот так вот лежать в 11 лет в соборе Святого Петра в Ватикане и вот смотреть на такой вид. Хотела бы я в 11 лет так делать. Снова пицца, снова паста. Моя очень вкусная. Как мы спасаемся от жары. Минералка, спрайт и все вместе. А вот сейчас я и проверю впервые, какие же поезда в Италии. Пока что все отлично, и один билет до Чивитавеккии стоит всего лишь 4 с чем-то евро на человека. И все более-менее похоже на немецкий вокзал, поэтому да. Я в офиге, я только что увидела море. Офигеть, море! Не виделись год, но именно это море я вижу впервые. Мы только поднялись, и я решила заснять рум-тур сразу, чтобы мы ничего еще не успели испортить. В общем, с первого взгляда просто офигенные апартаменты. То есть это была первая комната. Такая кухня. Ага. Значит, все, холодильник есть. Ванная комната. Суперская. И вторая спальня. Вау, это так классно. Это стоило того. А там у нас море. Мы отдохнули в отеле. И теперь мы пришли в Макдональдс. Ю-ху! И после этого мы пойдем плавать в море. Что за вот шикарная жизнь. Да. Я очень рада, что мы пришли покушать здесь. Меня почему-то посадили в темный угол. Наша первая реакция на море. Вау! Мы с Каримом бежим к морю. Вау! Быстро бежим. О-о-о! Я не думаю. Слева направо. Классно. В этот раз мне прям... Чё они ругаются? Мне в этот раз очень везет джелато. Я уже второй раз беру дыню. Очень вкусно. У него ягоды, у него арбуз, у нее орех, у него какой-то альмарео. Я, короче, не знаю. Нет, сливочный. Очень вкусно. Вчера мы заселились в это жилье, и здесь ничего не было. Сегодня здесь рынок. Еще в 6 часов утра я такая, почему так громко? А все потому, что здесь рынок открыли. Всем доброе утро! Сегодня мы садимся на лайнер. Один из лайнеров наш. Вот Карим. У нас передышка. Итак, мы уже в порту. Быстро показали наши билеты. И сейчас на шаттле доберемся до нашего лайнера. Сейчас мы будем проходить первую проверку.
Будем показывать свои билеты и документы. Коста Смиральда. Мы прибыли к кораблю, наш огромный лайнер. Я думаю, на этом я закончу свое первое видео, и все остальное будет в моем втором видео о том, как мы провели дни в этом огромном лайнере, а также про разные города, в которых мы побываем. Пока! Мы прямо сейчас отправились. Это так интересно. Я гид. Смотрите, какая вкуснятина! Такое пространство еще есть на 16-й палубе. Во Франции! Я взяла попробовать один макарон.